Извинись. Саша, извиняйся. Они прессуют меня как хотят. С этого должен начаться видос. Hello, everyone. Всем привет. Итак, сегодня будет необычное видео, потому что вы уже видите на моем канале гостей. Сегодня будет такое мини-интервью. Вы кто? Представьтесь. Вы кто? Да, мы мимо проходили. Группа Loner. Каждый, то есть. Никита, вокалист. Первый, второй у нас попозже на связи. Кирилл, басист. Серега, ударник. Йо, Каспер, гитарист. Каспер Вова. Чисто все по имени Вова Каспер. Вова. Вы поняли, что ребята уже веселые. Я надеюсь, что мы также продолжим с вами в таком же духе. Конечно. Вот. Я прилетела из Челябинска, у меня выпал шанс с группой пообщаться, поэтому мы записываем видео. Вот. Расскажите, как вы собрались? Сегодня? Нет, у вас, я насколько знаю, что название группы менялось. Да, все верно. Вот. Состав тот же остался или Нет, что-то поменялось? нет, осталось только вокалист, которого одного из них нет. Ну, мы попозже свяжемся. Ну, так рассказывай. Раньше, да, действительно назывались Black Stakes. Изначальный проект, были абсолютно другие люди, другой состав, больше сессионный. Отвечали за все два вокалиста, то есть я и второй Сережа. Соответственно, пришло это к тому, что мы нашли стадию ребрендинга и решили полностью пересобрать группу, потому что нас не устраивал предыдущий, грубо говоря, звук и идея. Потому что этим управлял больше всего еще один человек, гитарист, который у нас, долгая история на самом деле. Но остался жанр тот же или... Нет, ушли. Иначе бы Серега к нам не пришел бы, да? Сложно сказать про жанр. Ушли с такого, наверное, как это называется? Больше пока определяемся со звуком. Да херни Больше какой-то. такая- Какой-то херни. Короче, Мы получается ушли. какая-то солянка пока что. А то, что вот название Лонер, что поменялось, почему? Почему Loners или почему поменяли? Почему поменяли и почему Лонер? Поменяли, потому что не хочется связывать то, что было с той группой, и то, что стало сейчас, потому что это абсолютно разные, да, форматы. А Loners — это интересная история, как появилось это название. Мне кажется, что зрителям это будет интересно знать, почему. Тогда большинство людей, которые нас слушают, знают, кто такой Егор Ярушин. Ну да, на моем канале Куда это без тоже этого? знают. И, кстати, у тебя чай течет. Я смотрю на Да просто потекаешь немножечко. чисто втыкаем. Он медленно достигнет себя. Ну, ребят, простите. Мы вообще убрать можем. Так он течет. Нет, там по этой. Ладно. Решение проблемы. Как появилось название Loners, на самом деле, даже многие ребята до сих пор не знают, потому что сколько раз я не спрашиваю, а что, как, и мы забивали про это. Есть же такой отряд Marvel. Loners. Я не знаю. В Marvel, да, в комиксах есть такой отряд. Мне кажется, Loners многие так и не знают называется, из если вы не этого, да. знали. Да, и Егор мне говорит, что вам пора поменять название, раз вы хотите полностью. Потому что на тот момент он продюсировал новую группу, которая сейчас имеется. В том числе, кстати, стендап, вот который трек, он помогал его писать. Соответственно, очень забавно было, когда я придумываю все сам, он там мне сказал, не доверил мне ничего, и скинул мне фотку комиксов, вот этого Лоунерса названия, говорит, это теперь вы. Я такой, ты серьезно? Да, просто по факту поставил, теперь ты Лоунерс. Я говорю, ты уверен? Говорит, я тебя не спрашивал. То есть Loners — это команда супергероев, я правильно понял? Да, И туда входит мексиканский чеп, Это другая история. Ну, вы как бы согласны с этим названием? Вам Изначально нравится? кому-то... Мне очень вкатывает. По крайней мере, он уделяется. Мне Ну, нравятся короткие названия, без всяких там 3-4 букв. Вот одно слово прям. 3-4 букв. Нравится короткие названия? Блядь, это 3-4 буквы. 4 слова. Что это, блядь? В общем, вы поняли, что Вове не нравится длинное название, вот короткое это самое то. 3 буквы. Короче, я как всегда. То есть тебе То есть вам нужно группа... сократить еще больше. Группа масло намазанное, хлеб с маслом не подойдет, да? А которая есть такая называется? группа. Есть такое. Я просто не могу ее выговорить, я забыл. Она называется вибратор. Да. Вот. Вибратор? Вибратор. Да, в общем так. Ну и, соответственно, кому-то, Сереже, которого сегодня не присутствует, не особо нравилось это название.
Ну, со временем как-то оно просто устоялось, и теперь мы сами себя называем клоунерсами. Мы тут чай спасаем. Да, не спасай. Это по узкой загрузке. Я должен как джентльмен был достать салфетку, но я не джентльмен. Ты можешь гидочку свою достать. Да, кстати. В общем, так, да. Изначально не всем понравилось это название, но мы уже с ним свыклись, и теперь мы называем друг друга клоунерсами. Типа клоуны. Ну, это тоже Это весело. внутреннее. Клоуны по жизни. Да. Вот, ну тогда перейдем к следующему вопросу насчет Егора Юршина. У вас с ним был фит, ну, вернее, у него с вами. Вот, а почему вы решили вот так связаться с ним, либо он с вами связался? Ну как, написали песню, он такой, я хочу к вам залететь. Как это факт. Это так и звучало. С одной стороны, может показаться, что мы такие: Егор, тебе нужно записать. На самом деле, так изначально это и было, когда существовал еще Black Stakes. У нас должен был бы выйти трек, на который он бы записал вокал, но когда записал он вокал на это, он сказал, что это в жизни никогда не выйдет. Ему не Вот эта понравилось. песня, которая... Нет, не Или сейчас, другая? которая. Это была абсолютно другая композиция, на что он сказал... Понял, какая. Ему не понравилось то, как это звучит. Этот момент умер. Все. И тут мы, короче, сделали вот этот трек. Изначально там не было Егора. Ну, я с ним поделился, скинул этот трек, он сказал: сорян, я иду записывать сюда вокал. И так появился этот трек, да. Ну, вы рады, что появился? Но он очень Ну, хороший. да. Да, Ну, он очень хороший. Это показывает то, что мы не только... Ну, он отличается Да, как бы... намного сильно от вашего Это еще не все, творчества. что будет отличаться. Очень сильно будет отличаться. Вообще, если говорить про развитие нашего коллектива в творческом плане, то мы планируем не оставаться только в тяжелом направлении звука. Да. И вот этот вот фит с Егором, если отмести как сам фит, да, факт фита, а просто само звучание, то мы хотим вот в разных жанрах работать, пробовать по-разному радовать слушателей. Грубо говоря, да. Изначально же трек был создан не для того, чтобы там был Егор. Он изначально таким планировался. То есть изначально была Лёгким. затея, да, чтобы он такой был. Потом, соответственно, появился Егор в нем. Вот такие вот дела. Вот. Мне кажется, то, что группы, когда разные делают жанры, это намного веселее и круче слушается. И На примере I Prevail, вот я просто ага. кайфую, честно, от того, что они делают. То, что даже от одного альбома к другому переходит, это уже интереснее и зрителям, и как музыкантам тоже. Конечно, это... Ну, бывает же, когда, допустим, слушатели могут не принять это, как бы, вот, допустим, сложится у вас такая ситуация, что вы будете с этим делать? Можно я процитирую одну фразу, она из сериала «Игра престолов», мне она очень нравится. Кто смотрит, ставьте лайки. Да, Льва не должно интересовать мнение овец. мы делаем прежде всего, чтобы нам нравилось. И ищем тех, кому это понравится. Ну, у вас уже большая такая армия ваших фанатов, если это можно так назвать. С учетом того, что нам меньше года, я бы сказал, что да. Ну, они вот прям подходят к вам, там, фотографируются. Ну, слушай, до этого да, далеко. последний раз на концерте, вот даже вот с примером вот этого фита, Никита озвучивает прямо на сцене, мол, эта песня больше для девочек, ребята, типа, ну, сейчас отдохните, вот дальше Да, будут да, да. жесткие треки. Мы начинаем играть эту песню, и вообще всем пофигу. Все То есть просто- пацаны как месились, так и Еще и месились. подпевать успевали в этот Да. же Ну, момент. это очень здорово, было что круто. ваши слушатели принимают это и отдают вам такую любовь, скажем так. Не, я считаю, что за год того, что происходит, меньше же, да, еще. Только в январе, кстати, будет Лоунерсу год. Это 22 января Как вы будет. будете отмечать? Конечно. Конечно. Но релизить ничего не будем. Конечно же. Потому что будем отмечать. Да, потому что мы будем отмечать. Я хочу сказать, что за год, да, это хороший результат. И люди не так, как хотелось бы и как казалось бы, должны подходить и фотографироваться. Нет, этого бывает, честно, редко. Но такое бывало. И не раз, но мало. Мы к этому еще придем. Я Я надеюсь, уверен. что у ребят выстрелят очень хорошо, и у них будет намного больше уже аудитория. Вот. Что-то еще планируете писать, делать? Да, мы скоро альбом выпускаем. Тяжело будет? Или... Ну, можете что-то рассказать немножечко, если это не тайна? Ну, давай скажем так. Мы покажем еще более тяжелый материал, чем то, что уже есть. И покажем еще более легкий материал, чем то, что уже Это есть. все в одном альбоме? И это все будет в одном альбоме. Да. И немножко поиграемся со звуком. То есть мы как бы постепенно сейчас выпускаем материал, вот синглами выпускали. Вот, и мы по чуть-чуть затравляли людей на то, что вот мы немножко в разные, так сказать, стороны металла смотрим. Сейчас мы выпустим альбом, где будут и эти треки, и новые. И там будет каждому за что зацепиться. А что-то еще будет? Ну, там, синглом выпускается. После альбома мы планируем долгую пору синглы выпускать. То есть в чем смысл? Мы ищем свой звук,
И синглами, чтобы не цеплять как бы одной концепции альбома, мы будем по-разному вообще выпускать. То есть где-то будем заигрывать с другими жанрами, где-то будем легкое, где-то тяжелое, где-то вообще джаз, может, напишем. Кирилл просто, грубо говоря, сейчас сказал о том, что от нас можно даже будет ждать какой-нибудь рэп. Ну, что-то Сейчас такое. рэп на Питере, поэтому Да, как бы просто всем можно в залететь. один месяц может выйти какой-то просто тяжелейший трек, там, а на следующий месяц выйти. Что по настроению Да. будет, то сделаем. По кайфу, как говорится. Я хоть что-то сказал в этом. Просто как дебил. Планируете что-то еще снимать из клипов? Вот насколько я знаю, вот я делала реакцию еще на один ваш песню, но это уже там со старым составом. Один ваш песню. Одну, ну, короче, клип у них, у ребят есть, но со старым составом был. Вот, что-то еще планируете снимать? Конечно. Ну, как минимум, я должен в кадре появиться. Ну, типа, И я. да. Новые ребята. Йоу, мы ритм И Вова. Да, про меня можете забыть. А, Каспер, извините. Вот. Да. Йоу, ритм-секция группы Лолманс хотит появиться в кадре. Да. Это наш дебют в кадре, получается. А уже что-то думали над какой песней? Да, думаем. Но мы сейчас выпустим альбом, точнее как, выпустим для себя, вот перед релизом выберем самую лучшую композицию на Да. инструмент. А как у вас происходит то, что вот вы хотите именно на вот эту песню? Это чисто от меня вопрос, потому что мне интересно, как вы выбираете, на какую песню будете снимать клип? Ну, мы слушаем такие, Ну, у нас- ебать, это круто, давайте клип сделаем. Есть две песни, на которых как раз таки у нас есть приоритет. С одной случился очень интересный казус, но Если... опустим его. Ну, хорошо, ладно. А, точно? Да, ну, Нет, если не хотите, там Да, это что-то же прям круто. супер... Инфополе. так супер инфополе, только Егор обидится. Давайте. Лучше не надо. Но это просто показатель того, что песня очень крутая. Да. Я Скажем на то, это что делал акцент. трек этот действительно очень сильный, и, возможно, на него будет клип. Из-за того, что во внутрянке нашего, говорю, это супа, у нас его чуть не украли, поэтому вот так и скажу. В общем, достается ребятам немножко тяжело. Какие-то моменты. Наш же трек, да, забавно звучит. Уже отжали, все хорошо. Ну, это Обратно. Да, сами себе. Ну, в общем, будем ждать клипа. Не знаю, получится ли сделать реакцию на ваш клип, но я постараюсь. Но на трек точно получится. На альбом точно. Это Да, это к тому, чтобы ты побольше делал реакции, пожалуйста. Да. Больше реакций. я постараюсь. Вот. Ну, у меня потому что как бы больше зарубежная аудитория, поэтому я и стараюсь и также с данной ситуацией в мире показывать и русских ребят, потому что все равно сейчас не приезжают, а ну, зарубежные группы, то, что именно, ну, сами знаете. Вот, и такая сейчас ситуация, то, что выходит больше русских групп на сцену. Как вы думаете, вы сможете пододвинуть старичков в сцену? Да я И там, симхой, допустим, Конечно. Иначе зачем мы вообще здесь? Пусть дедули отдохнут. Да. Они Да, устали то уже, они что-то бедолаги. прям давно уже сидят на этом месте теплом, и пора бы уже новым именам. У нас, к сожалению, просто в стране так устроено, что как будто вот засели некоторые группы, и все, и как бы другим не дают вылезти. Но это, на самом деле, отчасти еще и вина начинающих групп, которые немножечко неправильный путь для того, чтобы вылезти, либо вообще не планируют вылезать, они там гараж-бенд себе собирают и кайфуют от этого. У нас планы другие. А какой выбрать тогда путь, чтобы прям идти вперед? Ой, Ну, это вот тяжело, на скажешь самом его, деле. и так все пойдут. Ну, вообще, у нас есть секрет. Да что, какие секреты? Делай хорошее музло и будь честен самим собой. То есть, Да. если ты делаешь кусок говна, скажи себе, чел, ну, мне кажется, кусок говна, он не выстрелит. И делай музыку, пока не научишься делать музыку. Типа, если люди думают, то, что писать музыку это какой-то дар свыше, это херня полная. Конечно. Это навык. Это да. Его надо развивать. Вот. Да. Научиться делать музыку, которая цепляет людей, а потом вкладывать миллион бабла в то, чтобы эту музыку заметили. И немного таланта. То есть, ну, и удачи. Вот, но я считаю, что самое главное — это делать хороший продукт Ну да. и найти человека, который найдет этот продукт. Если твой продукт хороший, то много времени не пройдет, когда ты найдешь свою аудиторию. Если ты делаешь кусок говна, ты все равно можешь стрельнуть, если вложишь очень много денег в рекламу. Но главное две вещи — это пиши музыку, рекламируй. Все, весь секрет И успеха. много работы. Нет, ну согласись же, мы вот недавно же обсуждали о том, что если взять всех начинающих групп, многих, не будем их называть, то почему-то даже мы сами себе можем сказать, что мы от них сильно отличаемся. Мне кажется, вопрос здесь в этом больше. Отличаетесь чем? Понял, тебя обосрали. Так что Нет, чем мы не в отличаемся? прямом смысле на музыке. Нет, ну вы, Не, ну, если слушай, я ощущаете думаю, такое. я думаю, тут сказывается еще и наш бэкграунд как людей. Ну, наверное, вот да, здесь опыт Что, еще прошлый. возможно, те, скажем так, фрешмены, да, назовем, которых еще никто не заметил, возможно, у них просто сам бэкграунд маленький, и опыта как будто бы не натаскались.
Потому что, опять же, да, немножко поднимаю вот нашу внутрянку на тему концертов и так далее. Типа, мне, если честно, уже немного надоедает участвовать там в каждом первом-втором гигосе, потому что я уже как будто бы не чувствую от этого какого-то выхлопа, я не знаю, как это объяснить. То есть, если в моменте, когда вот мы с Кириллом были в одной группе, так получилось, да, вот мы с ним нога об ногу вот так вот шагаем, с той старой группой, прям для нас это было все в новинку, это все было что-то новое, что-то интересное, какое-то пощупать разные площадки. А я как парень, который не ходит на концерты и обычно приходит в клуб сразу поступать, ни разу в нем не быв, не знаю, для нас тогда это было что-то интересное, новое. Сейчас не скажу, что это прям неинтересно, но как будто бы ощущается момент, то, что этот этап пройден. Ну, вы знаете, как это происходит. Какой-то динамики, развития какого-то чего-то нового пощупать, да, вот, например, там, последний вот наш концерт был, из-за которого у нас были поначалу разногласия, как раз-таки из-за всяких внутренних вот и бэкграундов каждого человека. Мы в итоге все равно выступили на этом концерте, и мы с этого концерта поимели очень хорошие контакты. Как бы хорошие связи образовались, благодаря которым, я думаю, с точки зрения концертной деятельности будет рост еще круче. Вспомнил одну фразу, которую мы между собой обсуждали. Короче, вот на тему молодых групп вообще. Большинство русских групп, ну, типа, это же обычные ребята, то есть, которые работают работу, и они выбирают путь музыки, так сказать, на шару, то есть, прокатит, не прокатит. Так вот, это условия ограниченных ресурсов, и когда у тебя ограниченные ресурсы, ты должен очень мудро ими распоряжаться, то есть, у тебя ограниченное количество времени, ограниченное количество денег, не стоит распыляться на все подряд, то есть, вписываться в каждый первый, там, гаражный концерт, где ты там соберешь 5,5 человек и одного коллегу какого-нибудь, тратить деньги на ненужное оборудование какое-то, всякое такое. То есть нужно очень каждый шаг продумывать так, чтобы он дал какой-то результат, какой-то выхлоп. Вот, собственно, все. А помимо музыки вы работаете или вот чисто только музыкой занимаетесь? Ну, кто-то прям музыкой зарабатывает. Сережа, например, преподаватель по барабанам. Я пишу аранжировки на заказ. Вот. Каспер пишет и сводит на заказ. То есть музыка, она уже как часть нашей жизни. Ну и, соответственно, есть и у других и просто работа. Ну как, служи, так-то я работаю инженером. Недвижимость. Ну, вы вкладываете в свою музыку, ну, как бы, по сути, сейчас пока свои деньги. Вот какие-то... Конечно, а как, конечно. А чьи еще? Ну, вдруг у вас спонсоры есть? Нет, мы сами себе спонсоры пока. Моя мама сказала, зарабатывай сам. У нас, кстати, есть еще один член группы, он сейчас здесь. Можно задать ему Но вопрос. мы хотим с ним создать. Сережа, второму вокалисту. Здорово. Хватит тогда как? Держите. Но он такой немного пиксельный, чуть-чуть. Немножечко бухой. Он в бане, что ли? Серега, молодец. Собственно, очень рад тебя видеть. Спасибо. Сережа, привет. Ты знаешь, что идет интервью с такой мини. Вот. По определенным причинам ты не можешь здесь, да, побыть, но у нас есть... Сидит, хлещет вино в бане, кайфует, блядь. Не, чтобы приехать. Какая баня? Это не баня, это шикарная двухместная кровать. Деревянная? В общем, как ребята сказали, что ты отвечаешь за текст в группе, правильно? Да. Вот. И я заметила, что у вас соединяется и русский, и английский. Почему такой выбор? Красава. Я не знаю. Так, время. Короче, если честно говорить, английский, ну, как минимум, звучал красивее. Сначала у нас все было вообще на английском. А потом нам нужно было, то есть, достигать уважения русской аудитории, и мы начали потихонечку переходить на русский. Но припевы у меня лично не получались на русском красивыми, поэтому припевы в основном остались на английском. Остальное почти все сейчас пишем на русском. Ну, это правда звучит достаточно гармонично, и как бы в дальнейшем что-то на русском будете прям полностью переходить или нет? Да, мы перейдем полностью на русский. У меня потихонечку выклевываются хорошие текста, у Никиты выклевываются хорошие вокальные рыбы. Так что, если что, в следующий раз уже в вашем слушателям ждать что-то на русском. Целый альбом, например, да? Ну, мы не откажемся от английского все равно, я думаю, ну да. Ну, вы хотите и туда, и туда. Конечно. Да, на двух стульях, как говорится.
Почему нет? Спасибо большое. А вообще, что вдохновляет вас тогда? Ну, есть вообще в группе какие-то разногласия по поводу текстов, допустим? Вот ты написал, произнес ребятам, сказал, вот эта песня. Что... Ну, я написал, принес Никите, потому что ребятам пока это с музыкой не сложено, это не записано, там ничего им не понятно. И обычно это происходит как? Я прихожу, то есть как прихожу, я просто отправляю текст, мне говорят, вот тут хорошо, вот здесь говно, там где говно, этого больше не будет никогда. Я делаю другой текст. Это на русский или на английский больше идет? А это из разряда того, что мне понравится, а что нет. То есть вот такая... Но он также может что-то скинуть, я это тут же доработаю. И мы соглашаемся в общем уже мнением, что да, вот так лучше, либо было лучше. Либо у него... А если вот ты прям хочешь, чтобы именно вот так песня звучала, ты можешь настоять на этом? Ну, с одной песни так и пошло. Да. Я вообще не менял ничего, я хотел, чтобы было так. И так и осталось. Что за песня? Просто ничего не другого. А какая Потому песня? что мне нравилось. А что за трек ты играл? Какая песня? Название песни. Она еще не вышла. Я думаю, да. Значит, это будет в новом альбоме у вас. Чего еще раз? В новом альбоме эта песня будет. Какой альбом? Что? Еще первый не сделали. Что, блядь? По факту новый первый альбом. Да, Новый будет первый? в Это альбоме. Ну, это здорово. Спасибо большое. Так, и это самое, я не расслышал. Я говорю, спасибо большое, что ответил. Я говорю, все, молодец, иди отдыхай дальше. Иди отдыхай нахуй. Я, может, поприсутствовать хотел. Оставь. Поставь его как-нибудь. Знаешь, Куда? как? В камеру, да-да-да. Это гениально. Что, Серег, тебе как, нормально видно? А нет, давайте вот так, наоборот. Мы будем на тебя смотреть. О, кайфуй. У вас в группе вообще иногда бывают какие-то разногласия? Конечно. Мне вот нравится смотреть на Сережу, который сидит, бухает. Вот уже разногласия. Он пьет, а мы здесь. Ну, вы можете после. Вопрос, почему он бухает, а не мы? Ну, он, видите, умный, не пришел, зато пьет. Правильно, мы отдуваемся, а он сидит тут. То есть он еще и умный оказался, а мы дебил. Вот так и живем. Смотря с какой стороны. Конечно, конечно. Полностью с ней согласен. Ты смотри, ты тут не надул. Короче, конфликты — это нормально в любом коллективе, в любых взаимоотношениях, без этого никуда. Но крепость отношений и любого коллектива определяется тем, как из этих конфликтов вы выходите. А выходим мы из них очень филигранно. Мы можем сраться, как маленькие дети, из-за какой-то абсолютно абсурдной херни. Да. Абсолютно, там, знаешь, там стулья летят, выходим из конфы, ни с кем не общаемся, орем, крики, ссоры, блядь, по любому поводу вообще. Не нравится музыка, денег не хватает, там, ты дурак, нет, ты дурак, там, Серегу кикали из группы, потом в итоге вернули. Вообще Да, приколов много. полный трэш происходит. Но самое главное — это включить бошку, перестать ныть и начать понимать, типа, зачем мы вообще вместе. Но искать компромиссы, разговаривать, высказываться. И чем больше мы конфликтуем, и тем больше мы эти конфликты решаем. Чем больше мы эти конфликты решаем, тем крепче наша дружба. То есть мы уже не совсем группа, мы типа друзья. Тем меньше конфликтов. Да, да. Человек с вином шарит, что говорит. То Ну, есть то есть вы же такая мини-семья, можно сказать. Это не вино, это энергетика. Почему минимум? Почему минимум? Он даже не вино пьет, он энергетик пьет. Просто в бокале. Ты хоть смешал? Я исполнился. он эстет, да. Я могу себе позволить пить энергетик в бокале. Да? Браво. Я даже его хлопать ему не буду. Почему? Просто Вова, бля. Мне кажется, что это как отношения здоровые, нормальные Короче, отношения. да, мы- Которые нужно как бы выстраивать способами каких-то ссор, обид. Это же все, не бывает идеальных отношений, не бывает идеального пути. Всегда есть подводные камни, есть какие-то, споткнулся случайно. Ты же упал и не лежишь дальше, все, плачешь, что больно. Можешь 5 минут поплакать, все равно пойдешь. Поэтому Главное, без абьюза. без абьюза, да. Это очень модно. Очень модно сейчас. это. Пассивная агрессия. Короче, фишка в том, что быть группой музыкальной не получится быть именно группой, коллективом, если вы не на одной волне, если у вас нет какого-то совместного опыта. То есть вы должны понимать, что нравится другим, вы должны понимать, что не нравится другим, понимать специфику каждого члена группы и, как сказать,
пройдя огромный путь какой-то, со временем в музыке появится частичка каждого из нас. То есть, грубо говоря, первые наши работы, они там, условно говоря, больше влияния имели там, первых членов состава. Последующие работы уже потихоньку другие члены группы включаются. Вот. Жду момента, когда мы уже весь материал, который будет выходить, в нем будут все, так сказать, отголоски каждого из нас, каждая специфика. То есть это, блядь, в принципе, работа музыки — это одновременно вести бизнес какой-то и вести семейные отношения. И это скрещивается, это семейный бизнес. Это очень сложная херня, очень сложная. Невозможно просто, знаешь, там раз в неделю приходить на репетицию, типа, ну, здорово, парни, здорово, там, поиграли, разошлись. Да херня у вас получится. Там кто-то один будет писать музыку, кто-то один текст, остальные в носу ковырять, и типа, что он напишет, то сделаем. Давай. Получается, у вас в группе вы можете друг другу помогать. Ну, допустим, там же с текстом, либо с музыкой, там, если, допустим, кто-то слышит, что, ну, немножко не так как-то звучит. Есть такое? Да, ну, мы как семья, мы искренне друг другу, и поэтому мы честно говорим, чувак, ты кусок говна написал, переписывай. Да, абсолютно. Вот, то есть... Так мы выкинули твой трек один. Да, и это справедливо на самом деле, потому что часто вот люди, которые в коллективах, да не только в коллективах, стесняются друг друга оскорбить, там, словом говорят, ну, не нравится музыка, но не боятся это сказать. Ну, так выходит, кусок говна куда-то выходит, никому не нужный. Ну вот, а так... Что? Да. А так ты можешь человеку в лицо сказать, что ему не нравится, он не обидится. Это не будет восприниматься, как ты его душу нахрен послал. Ты понимаешь, для чего ты говоришь, что тебе не нравится, ты объясняешь, что тебе не нравится. Извиняюсь. Сейчас технически. Пускай он еще что-нибудь что будет. Вова, замешала жизнь Сережи. Пусть побудет еще. Ну, просто потерять контакт не поставился. Потом... Короче, чтобы вот так вот пиздеть друг с другом, нам пришлось посраться очень много раз. Очень много Я, раз. кстати, советую не только группам, это, в принципе, людям совет. Чаще сритесь и посмотреть. Специально посрались, чтобы сегодня хорошо общаться. Да, кстати, вот сегодня срались. Да, я там знаю, что немножечко было у вас. Ну, видишь, он там, а Никита здесь. Вот и результат. Да. Кто следующий? Это хорошо, что хотя бы так вместе собрались. Это уже плюс большой, что идете на компромиссы друг друга и можете... Посмотри, он вообще балдеет. Сидит, прям попивает. Можете вот так быть семьей мини, скажем так. Почему минимум? Почему мини, да? Ну ладно, большой семьей. Большой неплохо. Как Большая говорится, семья. большой семье и дом щелкать. Да, Сережа вообще не щелкает. Нет, тут мне понравилась риторика про отношения, потому что многие после ссор уходят. Там, вот это и есть точка соприкосновения. У вас, помимо вас, в группе еще кто-то есть, который вам помогает в виде? Да, Егор Ерошин, можно назвать его нашим продюсером. Но, знаешь, он скорее продюсер-друг. То есть мы всегда к нему за советом можем прийти и обратиться. Он, как, знаешь, старшее поколение музыкантов идет нас, подсказывает нам. Есть у нас лейбл, с которым мы сотрудничаем. Назови, я не помню. Chaotic Noise, который под Союзом. Да. Вот там есть кураторы чудесные, маркетологи прекрасные. Прекрасный, да, вот, Артем, который нам делает рекламу. Недавно познакомились с очень крутым оператором, фотографом. Ставишь ссылочку где-нибудь его? Чистяков? Да, Александр, вообще. кайфовый чувак, просто нас Все обращайтесь за фотографиями, кто в Питере. Очень кайфовый человек. Да. Я просто это отдельно Просто вот этот момент, здесь, что вот так его видно должно быть. Просто глаз широкий. В общем, человек, он сам И звуки кайфует, децибел это поднять. своя атмосфера. Да не трогай его, оставь. Ну смотри, это же круто. Сиди как сидишь, кайфуй. Вот, в общем, вот это, ну, так, Ты зови на свои. вот, я смотрю, вы так довольно стильно одеты. Вам кто-то с этим помогает? Особенно если для Сережи. Или вы сами вот решили вот сегодня? Вообще, честно, мне кажется, никто друг с другом сегодня не советовался, что одевать. Вообще, абсолютно. На концертах. На Таня концерте смотрит. Иногда бывает такое, что мы говорим друг другу, так, давайте здесь, короче, черно-белое что-то, не более. Все такие, да, окей, Серега все равно приходит не в черно-белом. Мы, короче, еще не озадачивались, да, как-то вопросами стиля какого-то. Мы его ищем. Но вот скоро у нас, возможно, будет концерт на В общем, хотите увидеть, можете увидеть стильных ребят, значит, это Лонос. Факты вообще. Как там сказали про нас в последний раз?
Смазливые? Да, смазливые парни мы, типа. Почему так сказали? Просто знаете, что когда-то также называли Wild Ways. Ну, сейчас они стали популярны. Да нет, такие же Они- смазливые. А у вас есть, допустим, группы, не знаю, можете отвечать на этот вопрос, те группы, которые вообще никогда не выйдут на сцену? Типа из принципа. Типа наш черный список называется? Наш черный список. Ну, может, вы как-то конфликтуете с ними, но об этом, допустим, никто не знает, а вот... Я бы не сказал. Ну, я такого не ощущаю. Ну, Я тоже. Мы нашим составом не так сильно много выступали, конкретно вот с этим парнем, да? Я бы не сказал, что у нас с какими-то группами есть какие-то прям терки. То есть, в первую очередь, я не знаю. В любом случае приятно выступать с парнями, чье творчество тебе нравится. То есть, как бы мы делим сцену с ребятами, например, да, вот есть та же, допустим, московская группа, Dead Birds, например, но вот мне реально их треки, вот некоторые реально вкатывают, и мне было бы с ними сцену поделить, так назовем, да, было бы очень кайфово. То есть еще какие-нибудь группы, не знаю, другие. Мы с ними фит выпустим скоро. Да, вот. Ну да, кстати. Да, ну да. Это маленький На секретик площадках, откроется. да, потом будет. Вот. Ну, в альбоме уже получается. Что, Да. спалили, так спалили. Да, вот. Суть в том, то, что еще какие-то другие команды, да, вот, которые, допустим, мы бы послушали, и нам реально их бы творчество закатило, скорее всего, мы бы хотели с ним выступить. Банды, чье творчество нам бы не понравилось, у нас бы не было такого, что черный список, типа вы играете что-то не такое. Ну, как бы на каждого слушателя, на каждую музыку найдется свой слушатель, какой-то даже один хотя бы. Но, скорее всего, с ними сцену делить нам было бы, ну, для себя по внутренним ощущениям странно. Да даже для своей аудитории, которая, в принципе, возможно, слушает нашу музыку, они бы разделили бы нашу Ну, музыку. допустим, если какой-нибудь там концерт, и вас так получилось, что поставили с ними, вы не пошли бы все равно? А что, нас выбрались? У нас же уже концерт. Да, уже. Если концерт уже анонс, ну, конечно. Да слушай, вот именно так, что с кем-то прям не выступать, такого нет. Есть просто, знаешь, типа категория уровня концерта. Ну, то есть есть там, условно, маленький концерт, побольше концерт, больше, там больше народу, меньше народу придет. Вот. Как-то пофигу по большей части. Я тебе скажу так, на самом деле, но все друг друга хуесосят как бы открыто. Ну, то есть, мне кажется, любой музыкант подтвердит эту тему, когда вы приходите на площадку, да, вот, и перед вами группа чекается какая-то. И вы стоите, вы просто как ублюдки, как змеи. Проницательно И так смотрите. Вот, посмотрите, как они такие-то, не такие. Каждый концерт так проходит. Ну, то есть это конкуренция здоровая, это нормальная тема. Так что мы любим всех и всех ненавидим, как бы мы лицемерить, как и всех, собственно, это нормально. А с кем вот вы хотели бы выйти на сцену, там, не знаю, с ними вот сыграть концерт? Блядь, с брингами, блядь, я не знаю. Вот я тебе сейчас, погоди, где список? Ну, типа, Там вопрос можете такой, взять русских, допустим, не знаю, с Металликой, я не знаю, с кем угодно. Моя мечта, вот просто с детства, возможно, я петличку задел, черт, это Undead. Блядь, ладно. Да, это просто, я на них вырос, и дай только возможность. концерт? Конечно, я с ними виделся лично, и я очень хорошо, короче, их так потроллил. Я подарил им сувениры, в том числе это были шоколадки, которые они сами заявили, любят у нас в стране. Это Аленка называется. Ну и есть всем дарят. такой интересный трек у них, где один из членов коллектива, про свой член, говорит очень хорошо, что у него там очень большой и всякое такое. Я дарю каждому шоколадку, и именно ему, всем большая, ему дарю маленькую, говорю, это тебе за твой член, и они все начинают ржать над ним, ему становится стыдно, потом такой, сорян, мужик, на, держи нормальную шоколадку, и я даже когда уже уходил, они ржали как могли просто. Это тебе за твой член. Ну, ты только сейчас это понял. Я тут чувак, держи шоколадку за твой член. Я даю мое детство, блядь, я даю маленький. Серия Nice Dick, bro, Короче, вот такой вот юмор был, им он очень зашел. Ну и, соответственно, это было, наверное, одно из самых моих интересных, на самом деле, впечатлений в жизни, когда я... Из-за них я захотел заниматься музыкой в целом. Они тебя вдохновили, а остальные? Я не знаю, если из актуальных, я бы хотел разделить сцену с Falling in Reverse, мне кажется. Но если брать группы референс, на которые мы пытаемся быть похожими, это, наверное, какие-нибудь Falling in Reverse. I Prevail. I Prevail, да. Ну, то есть тоже группы, которые по-разному экспериментируют. А также Rage Хуя ты придумал. Ну ладно. На самом деле, Нифига себе, Rage.
Нормально, что он курит вообще? Такой. Нормально. Нормально. Мы вырежем его, не парься. Это, что могу сказать? Так, брек, с кем угодно готов разделить сцену. А с русскими не. Вот вопрос про русских еще был. Че в России кто? Кстати, ответил. А кто в России вообще выступает? Ну, есть Wildways, все о них знают. Ну, если, допустим, играть в Wildways, Да, и не собирались, наверное. Я пиздец люблю Шакран, мне очень нравится, с ним и был выступим. Вот. Что не буду скрывать, я общался по поводу спецгостя с Кореей. О, Ужасный менеджер. У меня, да, ответ? Да. С русскими? русские и зарубежные. Мне сложно ответить, потому что я не слежу за русской сценой, к слову, совсем. Спиздани какую-нибудь. Да не хочется, ну, Корея, наверное. Вот единственная одна из немногих русских групп, у которой я, наверное, прослушал материал несколько альбомов. Реально, потому что я, да, типа, у них всякие... Не, что же за Корею тоже? Вокалисты, вот эти альбомы со старым вокалистом прикольные. Там, Наконец-то. как у него, Марс, по-моему, песня называется, или что-то с Марсом связанное, тоже прикольное. Вот. Новый альбом тоже послушал, который Астер Дибер, там уже вся история. То есть, Это как собаки. Вот Петля, вот эти треки, то есть Вообще. Соколов там прикольно сделал. Наверное, одна вот из немногих. Мы же близки к Соколову. Соколов моя любовь просто. Альбом Аматори «Шестерка» лучший вообще альбом группы Аматори. Аматори пидорасы, потому что выгнали тебе Соколова попозже долбоебы, блядь. Лучшего вокалиста России просто. Это выгнали. такой идиотизм, особенно когда начали все другие Мы тебе музыканты попозже позвоним. поддерживать то, что вот, ну да, наверное, правильно, что выгнали Славу из-за этого случая. Вы реально больные. Вы что ли? долбоебы, блядь, Соколов. Человек пошел просто как бы на шоу. Ну, в на- этом же нет ничего плохого. Допустим, просто он захотел, может, себя попробовать именно в шоу. Как это Ну будет вот он-то со и стороны. дело, это было ужасно. Я Да я хрен знаю. ты пошел в шоу, обосрался, даже если он дрочил на камеру. Какая нам разница, он великолепный вокалист. Ну, типа, реально, для меня Аматори, там, вот, с 7-х годов, вот этого черно-белого дни, кусок говна, а не музыка. Ну, серьезно, это вот калька с... плохая копирка с западной музыки. Вообще отвратительно сделано. И вот только с выходом альбома «Шестерки» я такой, ебать, в России металл умеет делать. Вот реально, вот они резко переубедили меня. Именно голос Соколова. Да, да. То, что лажает, какой вокалист, не Вот, лажает, серьезно. но Потом это не от- Соколова не- выгоняют, и что-то, ну, сейчас Аматори, типа, как бы есть и есть. Ну, я не Нет знаю, такого ощущения, Нет да? вот этого вау-эффекта. А Корея, наоборот, как будто бы как-то там уже Да, Корея оживилась как будто благодаря растет. нему. Короче, Соколов пиздатый чел. Однажды мы репетировали со старой группой с Серегой. И вот чел вот настолько не ЧСВшный, что он к нам, лохам, лонеймам, подошел. Он был в соседнем зале от нас. Мы вот в общую комнату выходим, он нам респект дал, типа, за наше музло. Ну, это круто, да. Вот. Короче, Соколов, люблю тебя. Надеюсь, Да. ты как-нибудь краем глаза это заметишь. Ты был лучшим вокалистом группы Аматори. Я ему Аматори отправим долбоебы. ссылку. Я ему скину в личку обязательно. Вот, люблю его. У нас же был фит Blacksteaks с ним. Хороший чувак Better вообще просто. Blades. Я помню просто, как мы записывали этот трек, а он приезжал, видимо, с какого-то дня рождения, и он был, будучи с похмелья, он приехал утром и сделал трек. Он записал, он не поленился. Он приехал, и это Ну, просто это такое респект. зауважение. Да. Я знаю, да. Ладно. Так вот, возвращаясь к Жизненная мне. история. Почему песню барабанщиков перебивают? Слушай, Потому что он всех перебивает. так перебивать знаешь, как бы, хоть это и есть, но без меня не будет их. Я Так что тоже- я свою понимаю свою тебя, цену знаю. В этом плане. Это факт. Ну вот, коротко говоря, с русскими Кореей, наверное. То есть у меня нет такого прям, назовем, ярого вот этого Wildways нет. Вот как бы даже вот последний их релиз я послушал, прикольно. Все, дальше чем прикольно, лично для меня это не ушло. То есть я его не включаю, не переслушиваю. Хотя были треки хорошие, там типа «Я тебя люблю», по-моему, называется. Там, «Я люблю тебя», да. по местам, вот эта вся история, да. Прикольный трек. Есть еще интересные. Из русских, наверное, все. Шакран. Ну да, только вот я вообще забываю постоянно, что это русский. Реально, это как Мне группа, кажется, которая что зарекомендовала себя не как русский, но они русские. Слава Тупрывый. Да, и как можно, ну, Слава Торту Привел, наверное, да. Но именно с точки зрения, наверное, познакомиться с чуваками интересно было бы. Вот, Да. для меня. Если брать зарубежный металл, да, конечно, вариантов у меня очень много. Потому что я в основном слушаю зарубежный не потому что как бы русский плохой, да, потому что, ну, камон, мы делаем русский металл, и типа ты говоришь, что русский плохой, ты говоришь, что мы тоже плохие. Нет, есть хорошие команды, либо я на них просто не наткнулся, что скорее всего, как это в России бывает, либо просто они себя еще даже не показали, чтобы я на них наткнулся, назовем так. Из зарубежного очень много, так как я, в принципе, очень люблю тяжелый металл, хотя и такой, ну, попсовый, мелодичный тоже обожаю. Это, наверное, опять же, вот Кирилл сразу сейчас будет, конечно же, это будет Currents. Обожаю эту группу Inanimate.
Invent Animate, да. Что еще? Ну, Fallen in Reverse назвали уже. Из таких, I Prevail сейчас не слушаю, но у них очень разносторонний материал, типа их тоже можно в это добавить, прикольно. Я слежу за их барабанщиком, как в блоге его, да. Еще, что у меня такое постоянно в плейлисте крутится, это, наверное, Animals as Leaders, но это, опять же, очень инструментальная группа такая. Ну, я очень такой прям местами задрот в этом плане, то есть не постесняясь этого слова, и некоторые идеи, которые приходят мне вот в эту черепную коробку, парни не всегда выкупают, и такие чел. Давай попробуем. Остановись. Да. То есть как бы я их выкупаю, потому что я их придумал, а для них там местами бывает это слишком сложно. Вот. Так что как-то так. Возможно, в будущем, да, когда я подтяну парней под себя, возможно, появится более такой очень интересный материал в рамках эксперимента. Даже, знаешь, вот такой пощупать. А что-то сольное? В плане? Ну, допустим, ты на барабанах, и там тебе кто-то подыгрывает. Я думаю, наверное, по такому принципу будут треки строиться. То есть, наверное, так. То есть именно то, что барабанный грув, который будет задаваться, наверное, он будет задавать грув остальным инструментам. Возможно, даже кто знает, может, мы выпустим инструментал. Может, это что можно что угодно выпустить. Кто знает. Почему бы нет. Вот, поэтому как бы что из этого получится, интересно будет. Но, скажем так, какие движения в эту сторону уже имеются. Это здорово. Это все потом будет, да. Это все будет потом. Вот, как-то так. Наверное, вот такой мой топ составим. Наверное, да. Черно-белый экран. Вов, ты нахуй Серегу выключил, мы на вопрос отвечаем. Так, я повторю вопрос. Ты, сука. Слышно, видно, хорошо, прекрасно, чудесно. Да, я повторю вопрос, чтобы на... тут вопрос такой. Из русских, Завари ебало, я повторю вопрос, чтобы его на монтаже можно было ставить. Все. Сюда идите. Тут, короче, вопрос. С кем бы ты из русских хотел бы сцену разделить и с кем бы из зарубежных? Парочку команд назови. Но из русских я с Кикроксами, наверное, разделил бы сцену. Не знаю, мне интересно, что из этого получится. Вот. Возможно, у них появится нормальная обработка песни. Ни на что не намекаю. Правда, с ним разделил бы. С кем? Все равно. Ясно. Ладно, нет. Вот. А из американских я бы разделил с Sleeping with Sirens. Я разделил бы. Это очень его голос. Со скиллетами. Это прям, не знаю, моя очень давняя мечта. Хочу со скиллетами на одной сцене похерачить. Вот. И все, наверное. Больше никто не достоин. Хорошо. Спасибо, Сережа. Спасибо. Мы будем тебе перезванивать, когда будет вопрос конкретно к тебе, а то проблема со связью. Хорошо, давай. Давай. Чувствуешь эту уверенность группы? Когда остальные недостойны? Остальные недостойны. Мне кажется, в этом и секрет. Просто, да. Потому что Вовчик не ответил на вопрос. То, что мы охуевшие. Просто мы охуевшие. Еще остался. Да, вот. Не, можно быть и дальше. Нет, у меня две группы. И то они СНГ, это Down Dirty и минская группа Dead Silence Hades My Eyes. Обе сейчас не существуют, но Down Dirty, особенно вот такие песни, где, предположим, у вас был бит, они чем-то на это похожи. Я думаю, Стас это понимает. Да, у нас же сводит Стас, а звук делает из Drag Me Out. Учитывая то, что мы с ним уже знакомы довольно давно, еще до того, как я жил в другом городе, мы сводили песню, мне его сделал он шикарно. Мне нравится, как он делает звук, но, тем не менее, песня Down Dirty — это мое почтение, я их очень люблю. Именно построение. Dead Silence Hades My Eyes — это больше такой симфоник. Даже не могу сказать, что это дискор, больше металкор. Но была бы возможность хотя бы просто сходить на их концерт, я бы пошел. Из зарубежных групп я, наверное, даже... Есть ровное количество групп, но, наверное, я больше буду реалистом и скажу, что до этого я не знаю, когда мы дойдем, если вообще это будет. Ну да, да. Ну, а так... С особенностью, Да. что происходит. Но вообще, Адепт, который сейчас не существует. Даже не то, чтобы существует, но альбом с облаком
Адепт, это сильно. Это прям... Ну да, я была на концерте. Это тот Я тоже случай, был на когда они концерте. сделали обычный металкор, ну очень стильно, максимально стильно. Адепт — это единственная группа, которым я смог выйти на сцену, дать краба барабанщику, ебануть в толпу вообще. All Last Night, Вообще. который заслушал вот это. У меня автобус. Вообще про эти группы забыл. И еще Void War. Ну, для меня сейчас Void War это только, грубо говоря, особенно альбом 21 года с песней Manic. Ну, просто, ну, там такие рифы, максимальные рифы, то есть не, ладно, как Landmarks. Я не знаю, правильно читаю ли это, Landmarks, Lost in Wave. Нет, Lost in Wave. Ну, просто, ну, это, ну, не знаю, это очень стилевые парни. Это очень сильно, максимально. Как они делают музыку, как они делают звук. Кирилл тоже не нравится, как они сделали гитару. Наверное, хуй знает. Ты знаешь, ты слушал, я тебе показывал лично. Я не знаю, ты говоришь, что Это, нравится, не нравится. скажем, мои фавориты. Ну, я надеюсь, у ребят сбудутся их желания, и когда-нибудь мы их увидим на сцене с их кумирами, скажем так. То увидите, вопрос когда. А есть такие, допустим, на кого вы ориентируетесь, допустим, в пении, там, барабанах, гитаре, басу? Басу, в барабанах. Блин, ты знаешь, как происходит? Ты типа слушаешь музыку, да? Кайфуешь. И такой, блин, хочу спиздить вот эту штучку себе в трек. Так, если человек, Квентин Тарантино все свои фильмы пишет, он снимает, он, как говорит, я постоянно ворую. Я ворую из любимых фильмов и из этих кусочков составляю свои фильмы. Вот мне кажется, это идеальный принцип создания любого творчества. Все творцы во всей эпохе, они пиздили друг у друга, у тех, кого вдохновляются, и просто соединяли это из кусочков и создавали что-то свое. Поэтому я тебе не скажу конкретно, кем мы вдохновляемся. Да всеми, блин. Вот Серега сейчас Майкла Джексона гоняет, например. Вот. Играл буквально. Вот. На днях мы по Cypress Hill с Никитой катались на тачке, курили сигарету и просто чувствовали себя гангстерами, блин, как будто на лоурайдере. Вот. Всегда по-разному, понимаешь? Ты можешь вдохновиться от какой-то херни буквально. Ты можешь там в метро увидеть рекламу и такой, ебать, хочу это в трек ставить. Фразу какую-то даже. Вот. Это настолько рандомно бывает, что, опять же, я начал слушать ту же тяжелую музыку с того же трэш-металла, там Metallica, Megadeth, старые такие группы. Играл в Guitar Hero 3 Legends of Rock. Крутая игра. Вот, ну, короче, в сути. Вообще разными группами. И вот буквально недавно была проблема, вот, проблема Жижи нет, а у меня была проблема, как будто бы не было какого-то вдохновения написать партию барабана, придумать, да. Если вдруг кому-то чисто интересно, как я пишу барабаны, я очень много пишу в VST. Почему? Потому что я могу дома послушать партию нормально вживую, ну, с более-менее живым звуком. Мне не нужно приходить отдельно на точку и отдельно слушать там. То есть я могу дома на компе накликать, и я примерно, ну, со своим опытом игры, я уже представляю, что я могу из своего скилла, плюс-минус под какой темп, там, свою, скажем так, сложность как бы партии и так далее могу представить, и как бы, в принципе, я пишу в основном то, что я могу сыграть, а не то, что это там сверху нереально и так далее и тому подобное. Вот, и к чему я все клоню? Слушал такую группу, как Death, очень старая группа, такой, это даже, наверное, родоначальники Death Metal, прям первые такие его шаги. И просто, что меня в них вдохновило, потому что ты слушаешь трек, если мы берем современный металл какой-то, он, назовем так, опопсел, но не с точки зрения, он такой, типа, смазливый стал, а с точки зрения построения металла, по большей части, ты слушаешь, ты знаешь, что, скорее всего, тут будет куплет, тут будет, там, припев, брейкдаун или еще что-то, ну, короче, очень структурно собранный, более-менее стал, слушабельный за счет этого. А старые группы, они такие, вот, сделай тут соло на акустической гитаре, пожалуйста, соло на акустической гитаре, сделаем тут барабанное соло только двумя ногами на кардане, вот, например, Slayer Angel of Death трек, пожалуйста, мини-соло только двумя ногами на кардане в треке, потому что. И вот это мне как раз-таки понравилось, и из-за того, что появляется вот это «потому что», нету какого-то правила, как играть правильно на барабанах, и какие-то мини-фишки, такие маленькие кусочки черпаешь, и потом пытаешься уже вот конкретно в то творчество, которым ты занимаешься, внедрить, и уже слушаешь, заходит, не заходит. Собственно, опять же, несмотря на то, что я барабанщик в этой группе, я вроде бы прописываю партии, я всегда скидываю парням свои партии на, неправильно сказать, на редактуру, на оценивание, насколько им заходит и насколько им комфортно. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что я могу написать ебанутые вещи в прямом смысле,
парни не всегда это покупают. Это нормально. Кстати, еще один интересный момент. У нас не привязано написание партии к тому инструменту, на котором мы играем. То есть, если я басист, это не значит, что я пишу бас-партии. То есть, буквально я могу написать барабанную партию, Серега может написать мне гитарную партию, кто-то может придумать вокальную рыбу и всякие такие приколы. Да. То есть, мы все мультиинструменталисты, просто именно на сцене мы занимаем те или иные роли. А с точки зрения композиторства мы все композиторы. То есть, У у нас... попсы написан не ребятами, он написан полностью мной. Вот. Ну и потом вот Вова, когда пришел, он уже его домодернизировал, поэтому да. Вот, то есть у нас бывают истории, там Вова один трек придумал, у него он застопорился, не знает, как его додумать, там, я его полностью переделываю, дописываю, я басист, как бы. Ну, то есть вообще не привязано никак, просто на сцене я по 4 стулам балдею. Это круто, что каждый из нас так может здесь. Да. Ну, мы скилловые чуваки, что крутые просто. Да, да. О, у тебя есть второй? Что, есть что? Осталось что? Вопрос, ответ, вернее, просто если нет, Про музыку, как мы пишем музыку. ну то, что я сдавала. Что ты сдавал? Напомни, пожалуйста, вопрос. Я сама забыла. Чем мы вдохновляемся? Чем вдохновляемся? Я чем вдохновляюсь, я такой... Кокаином, Я такой, амфетамином. нет, я приду домой, такой, надо покушать самое главное. Я покушаю, что-нибудь напишу, да? Нет, я приду домой, такой, есть наггетсы? Вова, это любимая еда, кстати. Да, мне тоже. Пришел на корпоратив, весь стол сел. Нет, я домой прихожу, думаю, надо что поесть, ем. Такой, надо что-нибудь придумать. Посажусь, беру гитару. Такой, и что-то получается. Так и так, почитаю Все дело в То есть, магии. короче, Вова вдохновляет наггетсы, запомните. Замороженные полуфабрикаты вдохновляют группу Ломерс. Я на доставку, я же и на доставку, я просто беру курицу, все. Ты папа. Да. Ты точно наггетсы, а не треки Нет, так ну, делаешь? нет, если серьезно, Заебись. собственно, Никогда не забуду, как ты ел замороженные наггетсы, блядь, в Москве. Мы поехали выступать с Истово. И он, чтобы не достались бы они никому, эти наггетсы. Он начал их есть замороженные. Мы греем наггетсы, мы такие щупаем их, они холодные. Вове похуй, просто начал жрать, чтобы никому не досталось. Это в следующий раз чай, Мы теперь поняли, он вдохновляется так просто. Завтра выступать, надо срочно подзарядиться. Это было просто жесть. Он реально... ну ладно, если серьезно, этот альбом, грубо говоря, мы написали сами. Очень Нихуя себе! Спасибо. Серьезно? Видит. У меня пиджак не позволяет протянуться. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, мы этот альбом написали сами. Спасибо. Да. Спасибо, что смогли. Да, спасибо, что... Все, конец, мы написали сами. Какие еще вопросы? Ладно. Чем ты вдохновляешься? Мы сами написали. Сами написали, блядь. Наггетсами с собой, блядь. Я еще, кстати, заметила, у вас присутствует красный цвет вот на протяжении предыдущих нам альбомов, и сейчас вот у вас выходило. Каких альбомов, блядь? Ну, EP, не альбом, а EP. Ну, все было EP, блядь. Ну, предыдущие работы с... Треки. Да. Вот, это с чем-то связано? Это потому что энергичный, у нас просто бук в душе. Мы такие надо. Вообще у нас есть красное планы, обязательно. которые придумал лейбл, что мы первый альбомный цикл, который сейчас мы делаем, это должен быть в красном цвете. Поэтому потом другие цвета мы будем менять, скорее всего, следующий. Мы обговаривали, что это будет посинглово, да, как-то выпускаться каждый месяц. Это будет белый цвет. И мы будем его красный, белый, синий, белый, красный. Да, короче, раскраску играем. Вообще ходите сами на концерт? Да. Да, Ну, нет, да. я прям вообще концертный задрот, я постоянно хожу на концерты, особенно на местные группы. Учитывая то, я люблю следить за местными группами, прям, часто хожу. А я А есть самый любимый, который вы тут пошли? Местные? О, И я вообще... типа такая местная. Лоунер, кстати, нормальный. Я бы пришел бы на концерт Лоунер. я бы тоже, сказал, я тоже ходил бы. Нет, я бы сказал, я пришел, сказал, какая-нибудь Это, херня. кстати, не шутка. Мы бы хотели бы оказаться на своем же концерте со стороны зрителей. Просто это реально интересно. Я бы сказал, что это полная мы не херня. знаем, как сходить. Да, но Не получается. не получается все как-то. Все Сейчас же заняты визуал можно постоянно. сделать. Да? Визуально можно сделать. Но это же все равно телефон все это не передаст. Увы. Да, просто Нет, вы экран сеть поставите, запишите заранее О, на это как экране. Вова пишет текста? У зеркала с наггетсом? Текста? Он пишет текста еще? Он и текста так не пишет, я тебе уверяю. И книгу Я знаю, куда-то как напишет. ты Что, лазанью будешь есть? Не Нет, наггетс? я про наггетсы напишу текст. Как я их люблю. Рекламу. Я на самом деле тут по поводу вопроса даже депрессию какую-то пережил.
Почему? Потому что я любил ходить на андедов, которые приезжали каждый год. Я любил ходить на кого? На Блинков я ходил, конечно же, как без них. На Скиллет. И когда я понял, что никто больше не приедет, я просто посмотрел на наши российские группы, всплакнул и просто никуда не ходил. Потом я адаптировался, я сходил как-то один раз на Outcast в Аврору. Ходить больше не надо. Да, больше я туда не пойду. На Корею. Корея, респект еще раз. Очень хорошо. Это было клубя какао, прям молодцы. Ну, Многие скажут, что они в последнее время мало собирают, есть такие личности, но я скажу, я хожу туда не на зал смотреть, я прихожу смотреть за группой, это круто. Был 3 раза на Wild Ways. Мне очень понравился их релиз, New School тогда, альбом. Вот, да. За это респект. Следующие остальные так себе. Ну, мое мнение личное. А так вот на New School я бы еще раз бы с удовольствием сходил бы на их концерт, где они отыгрывали этот альбом. С удовольствием. А я скажу так, я дохуя был на концертах, ну, зачастую на зарубежных мастодонтах, всякие Скиллеты, Слепноты, там, Атилы, вообще дохуя групп. Я даже видел Митча Лакера вживую, этого Suicide Silence, если что. У меня даже татушечка есть в честь них. Так вот, последний концерт у меня был такой, я в слэме себе спину потянул, мне было очень хуево, я весь концерт стоял как старый дед вот так вот. И в тот момент я принял решение, что я теперь буду на концерт ходить с той стороны сцены. Не в зале, потому что я все, блядь, я старею, не молодею нихуя. Я лучше других людей буду заставлять разъебывать, чем сам разъебываться. Кирилл на прошлом концерте перед нами, пацаны. Вот тебе телефон, вот тебе все остальное. Я вниз пошел и пошел на Кстати, сходил на Times Square. Вообще топ. Мне очень понравилось, как они сыграли. Вообще здорово. Ну, я, как говорил, я не хожу. Я могу объяснить, на самом деле, с чем это связано. Это связано с тем не то, что я не люблю ходить на концерты. Это, наверное, очень странно сейчас будет звучать. Это связано именно с тем, что я ощущаю себя мега некомфортно, когда я нахожусь в помещении с огромным количеством людей. Это очень странные ассоциации, связаны с тем, что я с маленького города. И в первую очередь это связано с таким праздником, как Новый год. Город маленький, на улицу все выходят, и первые вываливаются кто? Алкаши ебаные, ну по-другому не назовешь. И, к сожалению, город маленький, то есть не рассосешься куда-либо, площадь одна в городе, приходят все туда, и конфликт на конфликте, кто-то с кем-то что-то не поделил, ты на все это смотришь, казалось бы, вроде бы праздник, вроде бы прикольно, но какая-то суета, и не исключен тот факт, что как бы назовем так, в этой пиздорезке окажешься и ты. Вот. А так как, опять же, город маленький, ты можешь человека знать заочно. И ты можешь заочно знать, что он вообще прям конченый. А тут, допустим, в Питере, я понимаю, что многие ходят на концерты кайфануть, но, опять же, вот, всяких конченых, ну, по рассказам ребят не слышал, но я не исключаю, что они могут быть. И поэтому у меня какой-то, ну, такой вот дискомфорт появляется, когда я нахожусь на концерте. И вообще, в принципе, когда очень большая группа людей, даже если я там, допустим, знаю, что я там ничего не получу, то есть мне максимально безопасно, если будет, я все равно себя буду чувствовать мега некомфортно. Поэтому для меня прийти в клуб, в котором я ни разу не был, и выйти сразу же на сцену, это уже какой-то такой, ну... Большой шаг. Не скажу, что большой шаг, это какой-то уже как ритуалом стало, знаешь, оказаться в клубе, где я ни разу не был, но сразу же там выступить. Вот. Были клубы, в которых я был как зритель, назовем так, тот же «Цоколь», например, да, в Питере. То есть я был там изначально внутри не как выступающий, но, опять же, вместе с Кириллом мы там выступили достаточное количество раз, и этот клуб уже отчасти как родной. Поэтому, находясь там, я не ощущаю как-то себя дискомфортно, да, хотя бывает там много людей. Но в каких-то других клубах я себя буду чувствовать вообще неловко. Поэтому вот с этим связано это. Вот, казалось бы, занимаюсь музыкой, но при этом при большой толпе людей мне мега некомфортно. Может, поэтому я сзади сижу, не знаю. Вот. А как вы подумали, что ударник всегда сидит сзади? Может быть, как-нибудь бахнем концерт? Вы таскиваете ударников всегда, либо сбоку ставят, либо хотя бы на... Поднимайте его. Куда? У нас денег нет, чтобы его поднимать. Это жирно. Прикинь, Цоколь поднять. Вы поднимаете как типа... Как Слепнот, помнишь, мы это поднимали, да. Вживую видел, чувак, это пиздец, как круто. Нет, я просто всегда буду за барабанщиков в плане того, что их всегда закрывают. То вокалисты, то вот я про это и говорю. басисты, там гитаристы, и всегда... Вот мне интересно, как они играют, ведут себя на концерте. Уважаемый концерт, Серегу наперед просто. Мы сзади. На первый Мы ряд. сзади. Уважаемые зрители, пусть вас станет больше, мы будем давать большие концерты.
сцена станет больше, мы будем больше расширяться, расходиться в стороны, Серега будет, обещаю, видно хорошо. Если мы будем, блядь, уступать на сцене вот размером с эту доску, блядь, если хуй мы будем Серегу закрывать, Вот блядь, именно. в обнимку вот так будем вставать и играть. Ну, мы на таких уже клубах-то и... Да, ебал, закрой, блядь, еще не на таких В выступил. смысле, блядь? Малый там ласточки, чем тебе не понравился? Под чем мне не понравился? Под клеем мне не понравился. Чем не понравился? Под бифедрому не понравился Моза. Под чем еще? Под пивом, в принципе, неплохо понравился. С запевчиком пойдет. В общем, на гостях была группа Loners. Пожалуйста, ребят, я все ссылки оставлю на ребят, слушайте их, помогайте, продвигайте их в любой соцсети. Это будет очень здорово, что на сцене будет вот такая классная группа, которая добьется очень больших успехов. В общем, я вам желаю, чтобы у вас все сложилось, все было очень круто, и надеюсь, я побываю на их концерте. Обязательно. А может, здесь, кстати, решим по поводу концерта? В марте мы с Эбисом выступаем? или нет? У меня билет куплен, поэтому вы должны играть. Вот, видишь, отсосал, выебывается, тут сидит, блядь. Получается, Играем в марте вместе с Эбис. Да, особенно, блин, еще Бэби сидит. Ну, я думаю, У что... меня еще и зрители пойдут туда, потому что я разыгрываю билет. да? Ты разыгрываешь билет? Ну, я один разыграла, сейчас еще кто-то разыграю. Прикольно. Участвуйте в конкурсах, Саша. Обязательно. Приходите на концерт в Москве и Питере. Посмотрите на Кто может в Loners. Москве и в Питере? А кто может и туда, и туда. Любите Группу группу на автопати. Сука, блядь. Любите группу Loners и Наггетсы. Всем добра, мир, позитив, пока. Все. Наконец-то, у меня так жопа отвисла. Блять, это ебучий пиджак, блять. Вою на луну, как у нас фраза есть. Ну-ка, 3-4. Вою на луну. Ладно, все. Готовы? Поехали. Давайте на раз, два, три. Раз. 2, 3, 4. Синхронизация звука охуенно. 1, 2, 3. Мы так не начнем никогда. И я опять опоздаю. Давай просто реально все хлопнем, ну типа Давайте. синхронизация звука, все дела. Раз, два, три.